доверяем своему президенту. Встали с колен, как говорят, все радуются. У них все очень тяжелое положение, они там все переругались. Он незначимая личность. Для нас значимая личность Путин. Что такое Россия и что такое Байден? Пускай у себя в Америке порядок наведет, а потом к нам едет. Владимир Путин запретил Байдену въезд в Россию. Вот как вы к этому относитесь и как думаете, Байден, он расстроится, будет ли скучать? Байден не расстроится, ну и Владимир Владимирович Путин тоже не обеспокоен этим. А зачем он тогда въезд ему запретил сюда? Ну, не знаю, зачем он там запретил, не запретил. А что ему здесь делать-то в России? Логично просто рассуждать. Что ему здесь делать? Даже вот с этой Байден сделал, чтобы Украина, война была, поставляют оружие и все. А сами просят у нас нефть и газ там и тому подобное. А зачем это нужно? А делать-то что нам всем, россиянам? А что нам делать? Мы будем торговаться с другими странами. Какими? Ну, например, Китай, Индия, ну и другие еще есть. Да никак, это старый маразматик какой-то. Старый человек, пора на пенсию, как бы, что там, как к нему относиться можно? Это же все очевидно. А вот что Владимир Путин запретил ему въезд в страну. Вот. Да и молодец, запретил, и молодец. Зачем они здесь нужны? Мы что, давно, пусть в нашей шкуре побудут немножко тоже. Мы встали с колен, как говорят, все радуются. Вот кто не понимает, кто не проснулся еще, другой разговор. А так-то, в принципе, как бы, все и так понятно, как бы. Вопрос времени, все проснемся. С ужасом понял месяц назад о том, что я не знал имя президента Соединенных Штатов. Я честно думал, что кто-то другой, ну вот этот, который такой с беличьей гривой. Трамп. Я честно думал, что это Трамп. Поэтому абсолютно никакого значения не имеет. Ну кто знает, может быть, это же символический шаг. Таким образом, Байден... Да это какая-то ерунда. Я к нему по-разному отношусь, как бы, ну, столько всего информации всякой слышно, как бы, ну, как бы я за народ американский, за российский, чтобы все-таки не ссорились и дружили, вот. А то, что Байден, как бы, мне все равно. Конечно, то, что мы получаем информацию, плохое говорят. Ну, не хотелось, конечно, это слушать. И мы такие грустные ходим, переживаем за всех, за отношения. Верите ли вы тому, что говорят по российскому телевидению? Вот доверяете ли вы всем новостям? Конечно, мы доверяем своему президенту. Вот. Желаем ему здоровья, всем здоровья желаем. Вот. Чтобы, наконец, был мир на земле. Как вы относитесь к Джо Байдену, президенту Америки, и к тому, что Владимир Путин ему запретил в Россию въезд? Я не буду отвечать. Не буду. Она карандашик себе возьмет, может быть, постарается попасть сюда. Приложит все усилия, будем на это надеяться. Думаете, он хочет попасть в Россию? Ну, конечно, у нас же хорошо, красиво. Да нет, чего тут делать, старику, сидел бы дома бы. Я уже мне 70-й год, и то уже не соображаешь. И он уже, старик, валялся бы дома, денег дофига. Кто-нибудь помоложе пришел бы. Только нашему Путину, чтобы здоровье еще побольше поправил бы. Мне он нравится. Тоже, мы, видно, одного года с ним. Мне нравится наш президент. Люблю его. Почему? И расстроится ли Байден от этого действия? Боится, Байден... Пусть Байден боится людей наших. Вот чего. Иначе его тут разгром ему устроит. Он теперь не сможет приехать. Пусть не приезжает. Мы сильно жалеть не будем. Запретили, и все. Что такое Россия и что такое Байден? Разные вещи. Путин запретил въезд на территорию России. И как правильно думаете, сделал. Он расстроится? Абсолютно. Да ему зачем? Его на коляске скоро надо возить. Один был у них придурок Трамп с впученной головой. И другой появился. Того возят. Он вообще непонятно, что делает. И сам говорит, вы посмотрите, его просто надо в больницу, в дом престарелых направлять. Какое руководство? Нечего ему тут делать. Пускай у себя в Америке порядок наведет, а потом к нам едет. Вот так вот язык найдут, может быть. А вы как думаете? Да я никак не думаю. Вообще? Ну, я то же самое думаю, то самое думаю, то и...
Ну как, вот то же самое, думаю, что и женщина сказала. Если он здесь ни разу не был, что ж ему скучать? Ну и потом, ему 79 лет, я думаю, что вряд ли он испытывает большое желание посетить Россию. Я думаю, что ему абсолютно все равно. Они делают так, а почему нам не сделать так же? Ну, имеем полное моральное право так поступить. Вот. Как считаете, будет ли он скучать по России? Он? Кто? Байден. Ну, если он что-то там хорошего видел у нас, когда бывал раньше, может, что-то и будет скучать уже, как сказать. Я не знаю, ему в голову не могу влезть. Вот. А по официальной работе, конечно, он не должен это показывать, обязан это избегать, да, что он скучает. Ну, я думаю, что он не расстроится уже. Возраст такой, расстраивается, чего. Ему пора уже давно уйти на пенсию. Байдену въезд в Россию запретили. Как думаете, он хочет в Россию приезжать или нет? Не знаю. Он не сможет ничего сделать один. У них очень тяжелое положение, они там все переругались. Нас мало волнует вообще президент Америки, потому что так он себя ведет. Это маразматичный человек, его держат как марионетку, за ним, скорее всего, стоит какая-то группа, которая управляет там в Америке. А для нас он незначимая личность. Для нас значимая личность Путин, наш президент, который правильно выбрал развитие нашей России, и, надеюсь, она начнет процветать, исходя из тех шагов, которые сейчас принимают наш малый и средний бизнес. Им дадут сейчас возможность развиться и на полном шагу развиваться и поднимать нашу Россию. Как вы относитесь к президенту Джо Байдену и что думаете о запрете, который Владимир Путин для него ввел? Теперь он не сможет посещать Россию. Я думаю, Джо Байдену, наверное, не очень интересно посещать Россию. Ему намного интереснее там, где он есть. Вот. А что думаю я о нем? Ну, как и каждый президент, наверное, не он управляет страной. Страной, наверное, управляют некие финансово-промышленные группы. Всякие Дюпоны, Мелоны, Рокфеллеры, Ротшильды и так далее. А что о нем? Ну, он, как сказать, в отличие от Трампа, он чиновник. Поэтому он хорошо срабатывается с этими элитами, а вот Трамп, он был там не в своей тарелке, поэтому его, собственно, и съели. Все эти элиты и средства массовой информации, которыми эти элиты владеют. Вот как-то примерно так. Относитесь? А как вы думаете, будет ли он скучать? Кто? Байден по России. Да, понятия не имею. Почему считаете, что правильно? Правильно. Поддерживаю полностью нашего президента. Полностью. Победа будет за нами.